Привет, друзья! Сегодня приготовим очень вкусный, ароматный и, самое главное, простой пирог с абрикосами и черешней. Сейчас самый сезон. Сочные фрукты, сладкий, ароматный, поэтому такая выпечка получается особенно вкусной и по-настоящему летней. Начинаем с абрикосами. Абрикосы моем и удаляем косточку. Одну часть нарезаем небольшими кубиками, они пойдут в тесто, а вторую часть нарезаем тонкими дольками. Ими мы будем украшать пирог сверху. Теперь из черешни нужно убрать косточек. Если у вас есть специальный прибор, отлично, используйте его. А если, как у меня, такого прибора нет, можно легко справиться с помощью палочки для суши. Вставляем палочку в отверстие, где был хвостик, и аккуратно выдавливаем косточку. Теперь приготовим тесто. В миску отправляем 2 яйца размером М, щепотку соли, 60 граммов обычного белого сахара и 80 граммов сгущенки. Взбиваем все миксером до посветления и пышности. Масса должна увеличиться в объеме. Обычно это занимает примерно 3-4 минуты. Когда масса уже посветлела и увеличилась, добавляем 2 столовые ложки растительного масла. И для аромата я добавляю немного лимонной цедры. Она очень хорошо сочетается с абрикосами и черешнями. Добавляем греческий йогурт жирности 1,5%. Затем высыпаем обычную пшеничную муку, предварительно просеянную, и добавляем разрыхлитель. Закрываем миксер и замешиваем тесто на средней скорости только до тех пор, пока все ингредиенты не объединятся в однородную массу. Тесто уже готово, оно получилось тягучим, нежным и очень ароматным за счет ванили и лимонной цедры. Теперь нам нужно подготовить форму. Я буду выпекать пирог в круглой форме. Дно застилаем пергаментом и отрезаем от лишки. А бока я смазываю сливочным маслом и слегка припылаем мукой. Это называется французская рубашка, которая 100% гарантирует нам, что пирог нигде не прилипнет и он очень легко выйдет из формы. Теперь добавляем в тесто нарезанные кубики абрикосы и черешню без косточек. Аккуратно перемешиваем лопаткой. Долго мешать не нужно. Достаточно, чтобы фрукты равномерно распределились по тесту. Перекладываем его во форму и разравниваем лопаткой. Сверху выкладываем дольки абрикоса и добавляем еще немного черешни. Посмотрите, какой красивый контраст получается. Яркая черешня и солнечные абрикосы. Пирог уже выглядит очень аппетитно и по-летнему. Наш пирог уже готов, поэтому теперь нам нужно его отправить в духовку заранее разогретую до 180 градусов, режим вверх-вниз. Отправляем пирог где-то на 35-45 минут выпекаться. Но, конечно, ребята, все зависит от вашей тип духовки. А потом я вернусь уже с готовым результатом. Готовность пирога обязательно проверяем деревянной шпажкой. Аккуратно вставляем ее в центр и вынимаем. Если шпажка выходит сухой и чистой, пирог готов. Готовый пирог вынимаем из формы и посыпаем по желанию сахарной пудрой. Ребята, наш кекс наконец-то готов, и он получился очень ароматным и вкусным. Внутри он слегка влажноватый, но такая консистенция должна быть. Если вам понравился сегодняшний рецепт, то обязательно ставьте лайки, подпишитесь на наш канал и до новых вкусных встреч, ребят. Пока!